Заслуженный тренер сделала ребенку на соревнованиях замечание на весь зал. Женщина бескомпромиссно заявила: «Вы не можете здесь креститься и молиться». Ее требование возмутило многих. Давайте попробуем разобраться, что здесь не так. А не так, здесь много чего. Итак, накануне в школе «Самбо-70» в Строгино прошел турнир по дзюдо. Он закончился попыткой публично унизить ребенка, который решил перекреститься перед началом соревнований. Замечание мальчику на весь зал сделала главный судья и заслуженный тренер Наталья Ватутина. Тренер сказала так: «Уважаемые спортсмены, напоминаем вам, что вы не можете на татами стоя креститься и молиться. Вы меня все услышали? Ваше вероисповедание должно проходить за татами». Это высказывание и вызвало возмущение общественности. И понятно почему. Креститься запрещено. А что реально такие правила есть? А если такие правила существуют, почему они применяются избирательно? Почему мы постоянно слышим на подобных турнирах «Иншаллах» и «Аллаху Акбар»? Нет ли здесь дискриминации по религиозному принципу? Задаются вопросами люди. На странный запрет судьи обратила внимание Анна Шафран. Она сочла неуместным само требование Ватутиной, а также то, с какой интонацией оно было высказано. Если честно, оторопь берет от этого видео, где заслуженный тренер орет на ребенка, который перекрестился перед схваткой. Это столица России или богохульная Олимпиада в Париже? У нас, напомню, в указе президента о поддержке традиционных ценностей говорится, что особая роль в их становлении и укреплении принадлежит православию. Шафран напомнила, что креститься перед любым важным делом – это русская традиция, которой не должны препятствовать, а также призвала проверить судью на оскорбление чувств верующих. Нельзя запрещать православным креститься ни в какой ситуации. Точка. В комментариях многие поддержали позицию журналистки. Люди сочли поведение тренера некорректным. Даже не верится, что такое может быть в моей стране. Надеюсь, что этот голос больше никто не услышит. Да разве она одна такая, прислужница сатаны? Нужно моментально пресекать таких и ограждать их от людей, и тем более сразу же лишать их возможности руководить, невзирая на прошлые заслуги. Это как ржавчина, не уберешь, разъест все не только снаружи, но и изнутри. Но вообще это не первый подобный случай в дзюдо. Вспомним, как в сентябре 2024 года разразился скандал, когда сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за то, что он перекрестился перед боем на Олимпиаде. Майдов не согласился, стал возмущаться и спорить с судьей, а потом демонстративно отказался от традиционного для дзюдо поклона. На этом спортсмен не остановился, и в его соцсетях появилось сразу несколько гневных постов с обвинениями в адрес судей и организаторов соревнований. Далее последовало дисциплинарное разбирательство, на котором Майдов извиняться отказался. 15 дней назад я получил уведомление от Всемирной Федерации дзюдо об отстранении на 5 месяцев за нарушение религиозных кодексов. Точнее, за то, что я перекрестился во время выхода на схватку на Олимпийских играх. Мне запрещено участвовать во всех турнирах, сборах и тренировках. Конечно, в речи в свою защиту я не хотел извиняться за крещение. Я никогда не буду делать этого. Господь дал мне все, для меня Он номер один. Это не изменится ни при каких обстоятельствах. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей. А ведь причины для наказания Майдова действительно были. Серба можно было дисквалифицировать за оскорбление судьи или за неспортивное поведение. Главная причина скандала именно в том, что Федерация выбирает религиозные жесты. В РПЦ причину отстранения Майдова назвали вымышленной. Там заявили, что в публичном пространстве не должны устанавливать подобные ограничения. И человек имеет право креститься в любой момент, когда чувствует в этом необходимость. Однако организаторы Олимпиады посчитали иначе. Поэтому и в случае Майдова акцентировали внимание именно на религиозный подтекст. В борьбе за новую толерантность на право вероисповедания, оказывается, можно наплевать, а вот для трансгендеров, например, наоборот, нужно создавать особые условия. Что-то с этим дзюдо явно не так, но вернемся к нашей ситуации. Неожиданно выяснилось, что сама Наталья является глубоко верующим человеком и состоит в движении «Православные добровольцы». Замечание школьнику она объяснила правилами из Международного кодекса этики Федерации дзюдо, в котором запрещена демонстрация любых религиозных жестов и предметов, независимо от конфессии. Об этом журналистам рассказали родственники Ватутиной. Наталья окончила Московскую государственную академию физической культуры и уже более 25 лет занимается тренерской деятельностью. В 2017 году она получила звание заслуженного тренера России.
После инцидента представители православных общественных организаций выразили недовольство поведением тренера, обвинили ее в оскорблении чувств верующих и потребовали ее увольнения. В сети женщину называют безбожницей и сатанисткой. Однако в Кодексе этики Международной Федерации дзюдо действительно прописаны правила поведения, которые запрещают любые религиозные жесты. По словам коллег Натальи, тренер руководствовалась правилами, которые она не вправе отменять. Не демонстрируйте никаких предметов, знаков, религиозных жестов или движений, а также любой показной формы до, во время или после поединка или во время официальных церемоний, говорится в кодексе. Родной брат женщины Александр рассказал, что его сестра часто ходит в церковь, помогает бездомным и вообще состоит в религиозной организации. Она каждую неделю кормит бездомных на Павелецком вокзале. Собирает вещи для них, сама готовит. Она уже более 6 лет состоит в организации патриарших добровольцев. Разве она могла по своему желанию запретить перекрещиваться? Ну, глупости. Она не может правил отменить, она не президент Федерации, рассказал Александр. Также брат Натальи рассказал, что ее дочь Анастасия тоже помогает бездомным, верит в Бога и часто посещает церковь. Анастасия является 3-кратной чемпионкой мира по самбо. Мама одного из участников соревнования заявила журналистам, что не видит в этой ситуации вины тренера. Женщина рассказала, что знает Наталью давно, и та всегда была профессионалом своего дела. А если бы она разрешила креститься? Ее бы исключили из федерации за нарушение правил, да и на самих соревнованиях начался бы хаос, рассказала мама одного из спортсменов. Однако многие не согласны с такой позицией. Если в соревнованиях участвуют мусульмане, они постоянно выкрикивают религиозные текстовки, это все как в порядке вещей. А тут ребенок перекрестился, так православный доброволец кинулось правила соблюдать. Двойные стандарты получаются, возмущается Рита. Аллаху Акбар, тоже нельзя. Но руководство таких турниров боится сделать такое замечание, добавляет Иван. В подтверждение этому появилось фото с этого же турнира. Во время процедуры награждения участники из северокавказских республик тянули пальцы вверх. Ни одного слова в отношении таких жестов не прозвучало. Ну а нашему русскому парню и его семье желаем сил и крепости духа не сдаваться и стоять на своих убеждениях, несмотря на требования каких-то спортивных функционеров. Тем временем не утихают споры относительно высказываний муфтия Дамира Мухиддинова, который объявил Россию полноправной наследницей Орды, потому что ее домен располагался в городах Булгари и Сарая, а также заявил, что русские князья были якобы не такими уж и русскими. По словам Дамира Мухиддинова, Россия является полноправной наследницей Великой Орды, потому что ее домен располагался в городах Булгари и Сарая. Столица крупнейшего средневекового государства – это наш русский, российский город Сарай. «Нужно сказать, мы есть Ордат-Балкан до границ с Японией», подчеркнул муфтий. Также он уверяет жителей России в том, что по сути основой России не были русские люди. А у нас постоянно все рисуется так. Россия – осажденная крепость, которая все время отбивается от разных пришельцев. То печенеги, то половцы, то татары, то гунны, то еще какие-нибудь скифы не дают ей покоя. Хотя на самом деле, что не русский князь, что не русский царь, то наполовину или половец, или татарин. Как вы можете воспринимать их в негативном свете и рисовать варварами? Подчеркнул он. По словам историка Евгения Спицына, продвигаемые скандальным муфтием тезисы абсолютно неправдивы и антинаучны. Потому что, во-первых, Хазария вообще никакого отношения, собственно говоря, к нашей стране не имела. Да, какое-то время действительно они владели южными землями Древней Руси. Есть информация в источниках, что, например, киевляне были данниками хазар. Но к русской государственности это не имело абсолютно никакого отношения. То же самое касается Золотой Орды. Да, у нас были отношения с Ордой, но, опять-таки, русские земли выступали, в данном случае, данниками. Если бы это было не так, то трудно объяснить многочисленные походы и сражения русских князей, того же Дмитрия Донского, того же Юрия Московского, это старший брат Ивана Даниловича Калиты, да и других, собственно говоря, наших государей, в частности. Ивана III в противостоянии с Ордой, сказал он в беседе с журналистами. Историк подчеркнул, что это абсолютно ложные постулаты, которые никакого значения не имеют. Отношения разных народов друг к другу и создание государственности – это совсем разные вещи. Если бы, например, как он уверяет, значительным этапом становления нашей государственности сыграли хазары или ордынцы, то у нас бы государственным языком был не русский. Вот и все, добавил Спицын. Вполне возможно, Мухиддинов на самом деле верит в то, что рассказывает, однако историк не исключает,
что распространение таких антиисторических нарративов может быть кем-то заказано. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!